Жизнь Лине в Академии Стартыч всегда находилась в движении, будто она никогда не училась стоять на месте. Формально она числилась студенткой подготовительной программы, на практике же оказывалась где угодно, только не там, где ее ожидало расписание. Она мчалась по ледяным дорогам на мотоцикле, оставляла яркие следы краски на забытых стенах и относилась к каждому дню так, словно тот мог исчезнуть, если удерживать его слишком крепко. Ее личное дело давно стало легендой, не потому что в нем не было записей, а потому что его невозможно было подытожить. Пропуски занятий множились быстрее, чем выговоры, однако каждому отсутствию находилось объяснение и подтверждение. Спасенное гнездо, подчиненная система, восстановленные данные, утраченные почти безвозвратно. Ее оправдания звучали неправдоподобно, но факты неизменно вставали на ее сторону. Поначалу Академия пыталась ее исправить, затем ограничить. В конце концов, ей пришлось приспособиться. Преподаватели неожиданно обнаруживали, что их исследования продвигаются благодаря анонимной помощи. Отделы замечали, что оборудование загадочным образом уцелело во время чрезвычайных ситуаций. Студенты шептались о девушке, которая почти не появляется на занятиях, но каким-то образом удерживает Академию в рабочем состоянии. Администратор ВОС научилась вздыхать, делать строгое замечание и тихо регистрировать очередную благодарность. Лине пропускала занятия не из упрямства, она просто следовала за любопытством, тем самым, что сформировалось задолго до того, как она оказалась в Лохайрой. Потому что до Стартыч не было никакой академии, были лишь задания. Она помнила ночи, лишенные цвета, цели, сведенные к координатам, жизни, превращенные в вероятность. Помнила тишину после подтверждения устранения и то, как любые вопросы уничтожались еще до того, как успевали оформиться. В том мире выживание означало подчинение, а личность приходилось закапывать поглубже, если хотелось дожить до следующего дня. Именно во время одного из таких заданий она и нашла письмо. Оно лежало среди пыли и крови, печать оставалась нетронутой, а поверхность отражала свет почти насмешливо. На конверте было напечатано имя, не кодовое обозначение, не псевдоним. Ее имя. В тот момент в ней что-то надломилось. Впервые она представила будущее, не состоящее из точек эвакуации и подтверждений ликвидации. Место, где можно существовать, не скрываясь. Академия Стартыч стала таким местом. Или, по крайней мере, она очень хотела в это верить. Жизнь студентки поначалу казалась ненастоящей. Лекции повторяли знания, которые она уже давно освоила, а тело по-прежнему реагировало на опасность быстрее разума. Она научилась изображать прилежность, выглядеть скучающей и улыбаться, не просчитывая пути отхода. Она научилась дышать. В перерывах между занятиями она помогала тестировать двигатели, ассистировала театральным постановкам и приходила на помощь незнакомцам, которые даже не догадывались, насколько близка была катастрофа. Она убеждала себя, что это всего лишь привычка, что она просто не может сидеть без дела. На самом деле она защищала ту жизнь, которую выбрала. Но прошлое не исчезает только потому, что его игнорируют. Сообщения начали приходить без всякой системы, врезаясь в ее повседневность как лезвие. Терминал вспыхивал строками красного кода, незнакомого и в то же время пугающе узнаваемого. Расшифровка заставляла дрожать руки. Фракцидус не забыл о ней. Приказ был точным и разрушительным по своим последствиям. Проникновение в систему, незначительная корректировка, эффект, способный прокатиться волной по всему Лохайрой и дальше. Впервые с момента поступления в Старточ Лине заколебалась. Это место стало для нее чем-то большим, чем прикрытием. Здесь она смеялась, не оценивая риски. Здесь тишина перестала пугать. Здесь она стояла в очереди в столовой рядом с человеком, с которым можно было разделить напиток без подозрений, и даже бездействие больше не казалось преступлением. И тогда она поняла, притворяться больше нельзя, придется сделать выбор. Ответ, который она отправила, был коротким, обдуманным, окончательным. Она назначила личную передачу данных вдали от города, там, где штормы стирают следы, а войд-черви поглощают ошибки. Это было первое сообщение, написанное ею по собственной воле. Пока она ждала, воспоминания всплывали сами собой. О репетиционном зале, где бутафорский пистолет и вымышленный сценарий потрясли ее сильнее, чем любой реальный бой.
о репликах, произнесенных со сцены, которые повторяли вопросы, от которых она бегала годами. «Как долго ты сможешь прятаться?» Ответ она уже знала. День, когда она встретила Ровера, возвращался к ней снова и снова. Все произошло внезапно. Кто-то упал с неба, и ее инстинкты сработали раньше мыслей. Рука уже тянулась к оружию. А потом изменился ветер. Между ними, медленно вращаясь, опустилось письмо. Оно поймало свет точно так же, как тогда, много лет назад. Холодная точность, с которой она жила, рассыпалась в одно мгновение. Она снова сделала выбор. Спрятала оружие. Протянула руку, затащила Ровера на мотоцикл в тот самый миг, когда позади вырвалась наружу угроза. Не как наемница, не как агент, как студентка, которая просто хотела жить. Теперь, сидя под огнями Старграм Плаза и деля напиток с отвратительным вкусом, Лине искренне смеялась, глядя на выражение лица Ровера. Этот смех каждый раз удивлял ее саму. Он все еще казался чем-то новым. Она не знала, как долго продлится эта жизнь, но знала одно – она больше не бежит вслепую. Каждый ее шаг теперь был осознанным. Каждый яркий мазок, оставленный ею в мире, доказывал, что она существует на собственных условиях. Что бы ни ждало впереди, штормы, заговоры или давно скрытые истины, она встретит это, оставаясь собой. И этого было достаточно.